Друзья, всем привет! Я продолжаю свой рассказ о том, как мы сдавали MCCP Part 1. В предыдущем видео я рассказала о том, как мы подготавливались к этому экзамену, как мы выстраивали свой план с учетом работы на полную ставку и немного о самом экзамене. Я немножечко здесь напомню, что экзамен MCCP Part 1 мы оба, и я, и Андрей, сдавали в мае 2025 года. Это была первая сессия без Clinical Decision Making части, то есть это были только тесты. И я не сдала этот экзамен, я набрала 411 баллов, а проходной балл стал 439. А Андрей сдал этот экзамен, он набрал 451 балл с первого раза. И в этом видео я поделюсь с вами 10 ошибками, которые, по моему мнению, стоили мне этих 28 баллов, которые я не добрала до проходного. После каждой ошибки я буду давать совет и себе, и вам, как избежать этих ошибок. Так что смотрите до конца. Я надеюсь, что вы почерпнете для себя очень много полезной, важной информации, потому что если бы я обо всем этом подумала до того, как я начала готовиться к этому экзамену или во время подготовки, я бы, скорее всего, этот экзамен тоже сдала с первого раза. Поэтому, друзья, не повторяйте моих ошибок. Поехали! Итак, первая ошибка. Когда я начинала подготовку к этому экзамену в сентябре 2024 года, у меня уже на тот момент был, как я считала, достаточный уровень английского языка. То есть, что я имею в виду? Я спокойно разговаривала и понимала людей, но я еще помимо этого читала какие-то статьи медицинские на английском языке. Я там все понимала, думала, что в принципе этого достаточно. Ну и, естественно, с переездом в Канаду уровень моего языка заметно улучшился. Даже я не сильно что для этого делала, просто общаясь на английском языке, язык улучшается. И вот как раз из-за того, что я думала, что у меня улучшился язык, и у меня уже были какие-то достаточные знания, получилось так, что я читала задачу, я понимала общий смысл и не всегда переводила незнакомые мне слова. Так вот, так делать не надо. В дальнейшем это очень замедлило мою подготовку, потому что иногда перевод слов оказывался не совсем тем по смыслу, которым я думал. И, естественно, вот эта смысловая нагрузка, она, конечно же, меняла суть вопроса, который задает в конце каждой задачи. Мой совет, друзья, сразу же переводите, выписывайте, выучивайте, вызубривайте все слова, которые вы не знаете или которые вы думаете, что знаете, но это совсем не тот смысл у слов, потому что слова там повторяются. И, друзья, если вы это сделаете, это действительно облегчит вам подготовку в дальнейшем. Я очень жалею, что я так не сделала с самого начала. Ошибка номер 2. С какой темы начать? Есть очень много советов в интернете, какая тема встречается больше всего. Я действительно могу сказать, что да, психиатрия и этика, эти темы, да, встречались чаще всего. И при планировании нашей подготовки я и Андрей решили оба начать с психиатрии, потому что у нас у обоих там, грубо говоря, были пробелы, больше, чем в других темах. Ретроспективно я понимаю, что лично для меня это было ошибкой, начиная с психиатрии. Мне пришлось практически с нуля изучать предмет со специфической лексикой на английском языке. А возвращаясь к первой ошибке, я себе не сильно помогала тем, что выучивала новые слова. И в итоге получилось так, что я почти на 2 месяца застряла на одной теме психиатрии. И ко всему прочему, я понимаю сейчас, что знания сами начали у меня откладываться в голове только с 3-й или 4-й недели обучения. Совет мой следующий. Если вы только начинаете подготовку, начните с той темы, которая вам хоть немного известна, которую вам не надо заново с нуля изучать на незнакомом вам языке. Если вы начинаете учить темы заранее, вы успеете выучить все темы. Вы вернетесь к тем темам, которые вы плохо знаете, вот как, например, у меня с психиатрией. Но я понимаю, что если бы я, например, начала с хирургии или начала бы, допустим, с педиатрии, потому что я заканчивала педиатрический факультет, у меня знания педиатрии есть, мне бы не так много времени понадобилось на раскачку, и мне было бы гораздо легче выучивать
эти новые темы, если бы я в самом начале поняла, что от меня хотят в этом экзамене, и привыкла к лексике, которая там употребляется. Поэтому начинайте с той темы, которую вы хоть немного знаете, и дальше уже вторую, третью тему выбирайте ту, которую вы не знаете вообще. Будет гораздо легче. Третья ошибка – это ударный режим. Что я подразумеваю под ударным режимом, сразу поясню. Это решать максимальное количество вопросов в день, которое вы можете. Это может быть 200, может быть 300 вопросов по всем темам. И желательно, конечно, решать все эти вопросы минимум на 70% правильных ответов. Опять-таки, количество вопросов может варьироваться. Может быть 200, 250 вопросов, может быть 300, если вы можете их решить. Не пугайтесь таких цифр. Я в предыдущем видео уже рассказала, что я сама лично начинала вообще с 10 вопросов в день. Я их иногда даже не дорешивала. Для меня это было очень тяжело, понимаете, даже 10 вопросов в день решить. А к концу нашей подготовки я уже решала 200-300 вопросов, и это было нормально. Ошибка-то в чем заключается? Я начала так решать вопросы за 2 недели до экзамена. А это, друзья, очень маленький срок. Андрей начал решать вот так вот все вопросы подряд где-то за месяц до экзамена. Начал просто нарешивать вопросы. И я считаю, что вот месяц, даже 2 до экзамена – это оптимальное время, когда вам надо начать прорешивать все вопросы подряд. Вы вспомните старые темы, вы закрепите темы, которые совсем недавно повторяли, и за месяц-два до экзамена как раз поймете, где у вас есть пробелы, и еще раз прочитаете те темы, которые вам необходимы. Да и в целом, чем больше задач вы нарешаете непосредственно перед экзаменом, тем вам будет легче, лучше, у вас больше всего отложится в голове. Очень хорошая практика, но начинать ее надо за 1,5-2 месяца до экзамена. Следующая ошибка. Я в предыдущем видео рассказывала про пробные экзамены на сайте Medical Council of Canada. Очень полезный ресурс для подготовки. Мы начали пользоваться этими пробными тестами где-то за 2 недели до самого экзамена. Но лучше всего начать пользоваться такими пробниками где-то за 1,5-2 месяца до экзамена. И вот эти пробники даже больше, чем просто нарешивание вопросов, помогут вам понять, где у вас есть пробелы. Вы как раз успеете прочитать эти темы, освежить, может быть, какие-то темы, которые вы в самом начале подготовки учили и уже забыли. Я бы порекомендовала вот как раз написать за 1,5-2 месяца один пробный экзамен, а потом еще и за 2 недели еще один раз пробный экзамен написать, чтобы удостовериться, что вы пишете, например, на 70 или 80%. Естественно, чем больше, тем лучше. Но если вы, например, пишете, как я, на 60%, друзья, я бы посоветовала, конечно, не идти на экзамен, но об этом я чуть-чуть позже расскажу. Я знаю, что эти пробники от MCC стоят недешево, но от себя все-таки могу порекомендовать, что они действительно стоят того, и хотя бы один пробник, хотя бы за месяц до экзамена, я бы порекомендовала написать, чтобы вы поняли, где у вас есть пробелы. И вот следующая ошибка, друзья, которая, мне кажется, была для меня довольно критическая. Обязательно проверяйте все дедлайны, которые есть до экзамена. Решая все эти тесты, пробные тесты, задачки и так далее, я для себя поняла, что я не дотягиваю. То есть тесты пробные от Medical Council of Canada я решала где-то на 55-60%, а тесты в банках вопросов на 60-65%. Я это поняла. Я честно себе в этом призналась, что я не дотягиваю. Я посоветовалась с Андреем, и мы оба решили, что, наверное, мне нужно чуть больше времени подготовки, чем у нас было. И мы решили, что, может быть, мне стоит перенести этот экзамен. А осознала я это все, друзья, за 4 дня. За 4 дня. Выяснили мы с Андреем, что там политика 120 часов, то есть минимум дней, за которые вы можете отменить, перенести экзамен, это было 5 дней, то есть я буквально на 1 день не успела. Там, конечно, деньги возвращаются не полностью в любом случае, но если честно, я вот на тот момент о деньгах вообще не думала. Я думала о том, что у меня просто прогорит попытка, если я не пойду на экзамен. Поэтому и я, и Андрей решили, что надо идти на экзамен. Если мне за попытку засчитают и просто подставят «отсутствовал на экзамене», лучше уж я пойду,
попробую его все-таки написать. Вы теперь знаете про 120 часов. Лучше отложите эту попытку. Не тратьте ее впустую, как я ее потратил. Помните, что всего на этот экзамен дается 4 попытки. То есть всего его можно сдать 4 раза. Соответственно, если вы 3 раза провалили этот экзамен, вам дается год обязательного времени, чтобы вы подготовились и написали последний 4-й раз. Если вы 4-й раз не сдаете этот экзамен, у вас больше попыток нет. Не тратьте попытки впустую. Следующая ошибка. Я пыталась зазубрить непонятные мне темы. Не все, но некоторые. Конечно же, лучше всего один раз понять тему, понять каскад реакций, понять механизм действия, закрепить это в голове, чем зазубривать. Много заболеваний, очень. Нюансов по каждому из заболеваний еще больше. Я вот на своем примере пыталась зазубрить все о щитовидной железе. Я не понимаю, почему у меня тогда возникли такие сложности с этим органом, но у меня как будто вот вообще ничего не шло. Потом, в дальнейшем, когда я уже готовилась к НАК-ОСКе, я просто села, прочитала все это один раз, поняла это все, обсудила там с Андреем, и все. У меня больше во время подготовки к НАК-ОСКе проблем и вопросов по щитовидной железе не возникало. Так вот, к МССКИ Part 1 надо было готовиться так же. Лучше один раз сесть, потратить время, прочитать, понять, чем пытаться зазубрить, как это делаю я. Следующая ошибка – это то, что я не пользовалась какими-то сторонними дополнительными материалами. То есть я читала и учила только то, что было в описании в тестах. Но Toronto Notes, какие-то статьи медицинские, те, которые канадские авторы выпускают непосредственно по канадским каким-то проблемам медицины, я не читала. И это, естественно, тоже большая ошибка. Я помню, что мы пробовали читать Toronto Notes. Первая тема, которая описывается, была кардиология. Тоже запутались, решили не разбираться. В тестах гораздо более понятно это все объясняется, и мы подумали, зачем нам это читать, лучше прочитать в тестах. Нет, друзья, Toronto Notes тоже нужны, потому что там гораздо больше информации в любом случае, чем есть в тестах. И там как раз действительно все канадские особенности описаны, поэтому лучше всего читать и Toronto Notes, и какие-то медицинские статьи. В общем, чем больше информации вы будете в себя впитывать, а не только тестами заниматься, тем, естественно, лучше. В самом начале, когда я только-только начала готовиться к экзамену, для меня вся информация, которую я читала из тестов, была в новинку. И я решила для себя, что я вот буду читать задачу и читать все описание, которое дается в этой задаче. То есть и правильные ответы буду читать, объяснения, и объяснение неправильных ответов тоже буду читать. Так вот, друзья, не делайте так. Из-за того, что я очень много новой информации пыталась уместить в своей голове, у меня случилась такая каша, что буквально на следующий день я пыталась ответить на те же вопросы, которые я прорешала, допустим, вчера. Я не могла это сделать, потому что у меня не было вот этой связи вопрос и правильный ответ. В самом начале, когда вы только-только приступаете к какой-то теме, лучше всего читать задачу и правильный ответ. И объяснение, почему же этот ответ правильный. Чтобы у вас в голове закрепилась вот эта связь вот этого вопроса, вот этой задачи и правильного ответа. В дальнейшем можно переходить к прочтению неправильных ответов тоже. Но в самом начале, друзья, читайте вопрос и читайте правильный к нему ответ. Вам будет гораздо легче так запоминать. Вы действительно подготовку свою чуть-чуть ускорите. Совет про то, что нужно отдыхать во время подготовки, я даже давать не буду, потому что это очевидно. Отдыхайте во время подготовки, делайте себе дни отдыха. Такую ошибку я совершила. Значит, когда очень тяжело было решать какие-то задачи, такие дни были, естественно, даже несмотря на то, что у меня были дни отдыха, если я понимала, что совсем ничего не идет, я думала, ничего страшного, решу завтра в 2 раза больше. Завтра наступало, я, естественно, думая о том, что мне нужно, допустим, не 10 вопросов решить, а уже 20, очень сильно пугалась этих цифр и думала, боже мой, как тяжело, очень не хочется, надо себя заставлять. Решу-ка я завтра не 20 вопросов, а 30. В общем, друзья, схему вы поняли. Вот так вот у меня накапливались
огромное количество вопросов. Это, в общем, пагубная привычка. Вы сразу от себя такие мысли отгоняете. Если вы чувствуете, что вам тяжело, и вы не можете даже 5 вопросов в день решить, оставьте эти вопросы, ничего не решайте, сделайте себе день отдыха. И особенно не говорите, что вы завтра решите в 2 раза больше. Вот это еще геометрическая прогрессия у меня в какой-то момент подключилась. Так тоже, конечно же, не делайте. В общем, если вы чувствуете, что сегодня не идет и вам надо отдохнуть, лучше отдохните, лучше возьмите перерыв, не обещайте себе ничего, просто отдохните и забудьте хоть на день про эти замечательные задачи. И последняя ошибка, которую я бы хотела здесь озвучить. Не сдавайтесь и просто идите вперед. В самом начале, когда было очень сложно, и я буквально не понимала половину задач, которая передо мной была написана, естественно, в голове были мысли, куда я лезу, зачем я вообще в это все ввязалась. Если у меня даже 5 вопросов в день не получается прочитать, вообще не то, что правильно ответить, да, а просто прочитать. Как я вообще смогу хоть что-то там решить на время? В общем, это все очень пугало. Друзья, не фокусируйтесь на большой картине. Делайте каждый день по чуть-чуть. Я, к сожалению, иногда сбивала себе рутину именно потому, что я думала, ой, как тяжело, да у меня все равно ничего не получится. Гоните от себя такие мысли сразу же. Чем больше вы будете решать задач, тем легче вам будет становиться их решать. И к зиме, когда я уже решала там чуть ли не 90 задач в день совершенно спокойно, мне это, естественно, придавало гораздо больше мотивации, чем когда у меня вообще никакой мотивации в самом начале не было, когда я там решала вот эти 10 вопросов за несколько часов, а не то, что там я выделила полчаса и решила за полчаса 10 вопросов. Нет. Это, конечно, демотивировало, но потом вам будет легче. Просто дождитесь этого периода, не сдавайтесь. Сложно, решайте 5 вопросов. Маленький шажочек каждый день. И это действительно сработает. На этой замечательной ноте хочу сказать, что вот если вы готовитесь или только начинаете подготовку, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок. Возьмите это все во внимание. Если бы я думала об этом, когда я готовилась первый раз к экзамену, возможно, это бы поменяло ситуацию, в которой я сейчас нахожусь. И если вы, допустим, смотря это видео, подумали о каких-то ошибках, которые вы сами совершили при подготовке к экзамену, пожалуйста, напишите в комментариях, давайте друг другу поможем, не будем больше совершать ошибки друг друга, и все у нас получится. Спасибо за просмотр.